В осеннее время года в Австралии распространено пикирование сорок на людей, что является распространенным среди самцов, пытающихся защитить от хищников яйца и птенцов в своих гнездах. Официальные австралийские правительственные веб-сайты дают советы, как избежать нападений, и даже существует онлайн-карта, на которой фиксируются сообщения о нападениях сорок по всей стране. Некоторые люди идут на многое, чтобы избежать подобных нападений, одевают ложные глаза на заднюю часть головы, чтобы обмануть птиц, полагая, что они следят за ними. Но сорока будет нападать тогда, когда она знает, кто это, сказала Гизела Каплан, почетный профессор по поведению животных в Университете Новой Англии и автор книги «Птичьи умы». Мы знаем, что сороки запоминают и распознают лица людей, и они будут помнить их годами, сказала доктор во время интервью австралийским СМИ. Доктор Каплан заявила: как только сорока узнает вас и посчитает, что вы хороший человек, то вы приобретете друга на всю жизнь. Они формируют очень продолжительные дружеские отношения, как собаки, сказала она. Они будут знакомить вас с молодняком, и они будут самыми любезными птицами для вас. Даже во время сезона размножения вы можете близко подойти к ним, поскольку они знают, что вы не сделаете ничего плохого. С другой стороны, если сорока поймет, что вы можете обидеть ее, она будет помнить это долгое время. Школьники и другие люди, которые носят форму, могут страдать больше других, если кто-то носил такую же форму и нападал на птицу или бросал в нее камни. Взрослые пешеходы редко подвергались нападениям, но дети, особенно мальчишки, которые бросали камни и палки, были главными мишенями, а также велосипедисты, бегуны и отдельно стоящие люди. Казалось, что некоторые птицы с большей осторожностью выбирали своих жертв. Женщину, идущую с коляской, сорока атаковала даже тогда, когда игнорировала мальчиков, бросающих в нее палки. Нападение сороки всегда направлено в голову. Нападение производилось либо закрытым клювом или открытыми когтями, или они кусали и оставляли два глубоких пореза, где кожа была сжата и разрезана. Они также бомбардировали. Птица летела быстро и использовала вес своего тела, чтобы ударить заднюю часть шеи или голову злоумышленника. Такая атака может оглушить и привести к серьезным синякам. Поведение сороки следует предсказуемым закономерностям, и отдельные птицы реагируют на людей в соответствии с их собственным прошлым опытом и знаниями, что усиливает веру в их умственные способности. К сожалению, агрессивные сороки представляют собой серьезный конфликт между человеком и дикой природой, который нелегко примирить. Самцы получают хороший опыт, когда нападают на людей. Как правило, они не причиняют себе вреда, и это хорошо выглядит в глазах самок, когда они преследуют такого большого хищника. Ник Челента из университета Гриффита писал в своем исследовании: похоже, самки понимают, что люди являются угрозой только тогда, когда их птенцы проводят много времени на земле и уязвимы, и именно тогда самка может стать агрессивной. Как избежать нападения сороки? Самое простое оптимальное решение заключается в том, чтобы избегать определенного района на несколько недель, но если это нецелесообразно, есть еще одно предложение – махать палкой над головой, в то время как велосипедисты иногда могут прикреплять жесткие пластиковые антенны к своим шлемам, которые оттопырены на 10-15 см. К другим вариантам стоит отнести использование открытого зонтика, шлема или шляпы в качестве защиты, в то время как велосипедистам настоятельно рекомендуется спешиться, если вы едете мимо известных мест гнездования, чтобы избежать падения. Определенно не бросайте палки и камни в птицу или гнездо и старайтесь воздерживаться от размахивания руками, поскольку это может усилить агрессивное поведение и ускорить нападение. Самые шокирующие нападения сорок на людей. Больше всего от нападений сорок страдает Австралия, из которой поступают пугающие сообщения о подобных инцидентах. 15 сентября 2019 года около парка Николсон 76-летний мужчина скончался от травм, полученных во время странной велосипедной аварии, вызванной сорокой. По данным местной полиции, мужчина ехал по бездорожью, когда он и еще один велосипедист столкнулись с пикирующей сорокой. В результате нападения мужчина съехал с дороги и врезался в столб забора. Мужчина получил серьезные травмы головы и по воздуху был доставлен в больницу в критическом состоянии. И все это несмотря на то, что на нем был шлем. Медработники и больница предоставили необходимую медицинскую помощь, но мужчина скончался от полученных травм тем же вечером. В конце 2019 года две сороки, ответственные за нападение на 5 человек, двое из которых требовали срочной операции на глазах, были убиты властями Гипсленда. Власти Веллингтона наняли подрядчика для отлова и эвтаназии птиц,
которые нападали на людей, когда они ели еду за пределами торгового центра Сел. В октябре 2019 года 2 человека были доставлены в больницу Мельбурна для экстренной операции на глазах, после того, как на них налетели и клюнули в глаза. Первая птица была убита в том же месяце, и власти разрешили умертвить вторую сороку, после того, как еще 3 человека были атакованы в том же месте возле торгового центра уже в ноябре 2019 года. 9 августа 2021 года врачи не смогли оживить ребенка, который получил критические травмы головы в результате падения и, к сожалению, был объявлен мертвым в детской больнице Квисленда. Девочка умерла после того, как ее мама, как сообщается, споткнулась с дочерью на руках и упала, пытаясь уклониться от атакующей сороки. Девочка была доставлена из парка в Брисбене в больницу после того, как она получила серьезные травмы головы при падении. Представитель скорой помощи сказал, как сообщается, мать пригибалась, чтобы уклониться от сороки, а затем споткнулась с ребенком на руках. По сообщениям, власти поймали сороку после ужасного инцидента и увезли ее в клетке. В районе были установлены дополнительные знаки, предупреждающие прохожих о пикирующих птицах. На этом все о сороках. Так что если вы решите посетить Австралию осенью, то имейте в виду, что вы можете столкнуться с агрессивными сороками. Подписывайтесь на канал, если не подписались, и до скорой встречи. Всем пока!